Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ЛТшка китайская, 7 уровня, проходная прокачиваемая ветка ВЗ-131. Да, сегодня с вами разберем, хороший ли это танк, плохой, как он, как ЛТ. Вот, обычно мы идем смотреть бронирование, но мы бронирование смотреть не будем, мы ее глянем вот здесь, и видно, да, что у нас в корпусе 35-20, в башне 45-30, это действительно так. Единственное, куда не стоит этому танку стрелять, это в углы вот эти вот башни, раз, и маска орудия, вот что касается вот этого кругляка, не ближе к стволу, а вот где расхождение идет. Все, вот 3 места по броне, все остальное пробивается на вылет. Вот это касаемо брони. Теперь касаемо основных модулей. Что у нас с пушкой? А с пушкой у нас беда. 200 альфа. Вот, заряжается долго, 7,5 секунд на стоке. Нифига себе при такой нищей альфе 7,5. Да. Пробитие основным 159, голдой 230. Вот, ДПМ 1600. Точность неплохая у пушки на самом деле, 0.36, сводится немножко долго, 2,5 секунды, но здесь в другом проблема, мы это обсудим с вами по пушке касаемо. Вот, по поводу рации, вот эти все 3 модуля для ЛТшки жизненно важно, необходимо, все это по-любому качать, движок, ходовую, рацию. По полевой модернизации, так, смотрим, к мощности двигателя, к максимальной скорости вперед, давайте смотреть. Максималка у нас 64, почти 30 лошадей, нифига себе. Я бы на самом деле, наверное, максималку поднял бы чуть-чуть, да, чтобы, так сказать, прям быстро-быстро ездить. Потому что максималку он свою, в принципе, обычно набирает от размера круга сведения, от времени заряжания, да. Ну и дополнительную противоосколочную защиту. Это касаемо полевой модернизации. По поводу оборудования, здесь другого не поставить, один единственный вероятный возможный правильный комплект, просветленку в основной слот, дающий дополнительный буст на обзор, ставим просветленку, ставим малошумку и ставим турбач. Все, другого сюда ничего ставить, мудрить не надо. По снарядам основной ББХ летит 860 более-менее, голда также летит, и это, кстати, кумулятивный снаряд тоже неплохо. Вот, снаряжение, ремка, аптечка, огнетушитель. Автоматический танк, кстати, часто горит, и БК ему взрывают. Вот, ну это по сути совок, да, ВЗ этот 131. Вот, экипаж у нас 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите перед собой в табличке. Теперь к самому плохому по этому танку. Смотрим УВН, минус 5, да, из кустика, если все под прямым углом, будет стреляться нормально. Если надо от УВН играть, у вас этой возможности нет. И это жирный минус. По ХП 900. Такое себе. По мобильности все хорошо этого танка. 64 вперед, 25 назад. Почти 28 лошадей на тонну. Удельная мощность. По незаметности. Перк только у меня вкачивает. У нас уже 38,3. При полностью вкачанных перках здесь будет порядка 42% неподвижной машины и в движении. Благодаря, опять же, малошумной системе. Обзор 447 метров. Кстати, неплохо. Но это опять же на просветленке. Плюсы и минусы танка. Он маленький, в принципе, это нормально. По подвижности нормально, по незаметности все хорошо. По броне, но это ЛТшка, что тут обсуждать. Вот. По пушке. Единственная по пушке проблема. В принципе, быстрые снаряды. Альфа не такая уж большая при таком, скажем так, долгом КД. Вот, 6,88, ну, передамаживать ЛТшек будет порой в ПВП сложно. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, как ВЗ-131 вообще играет в современном рендере. Погнали, погнали. Так, попали на затерянный город. ЛТшек просто тьма тьмущая, 3. У нас обзор боем ВЗ-131. Легкий танк китайский 7 уровня, проходная прокачиваемая ветка. Сейчас будем светить. Поедем направо на зеленку. Вот. Нам нужно пересветить 13.75. Одну штуку, еще 13.57 там, да. Нам нужно пересветить ХВК 12. Такое себе. ХВК это уже 8 левел. Мы будем стараться.
Интересно, к вам наши ЛТ-воды поедут. Уничтожим их. А наши ЛТ-воды один налево. Зачем-то, я не знаю, что там все пытаются они светить ездить. Ну да ладно. Так. В открытую ПВП со всеми ЛТшками не поеду. Мне это просто не нужно. Все, замерли. У нас плохо, что с перком незаметности. Беда все, да? Так, первый есть. Спрятался за кучкой. Барсик тут кормится. Одна ЛТшка у них слева тоже воюет. Так, ну этого мы не пробьем, гражданина. ХВК у них, скорее всего, сейчас отлетит. Да, отлетел. Стоим, ждем, где другие ЛТшки. Одна может у них еще быть там же, на левом фланге, пока не светилась. Вот, 252У. Нифига, что делает гражданин. Вот дает. На зеленку поехал. Светимся? Нет? Нет. Интересно. А почему? О. Вот он, 252. Это мне нравится. Знатный тут. Так. Ну, И это все, враг уже близко. Это и понятно. Да. 1375 у них в кустиках, да, вот. Как больно. Да. Так, ну, замерли, больше не стреляем. Все. Будем светить. Где-то тут вот ребята угощают. Получи! Враги повсюду! Так, это был блайнд. Так, это тоже блайнд. Меня задели! И это Добром блайнд. это не кончится! Поехали! Все, замерли. Надеюсь, блайндов больше точных у нас не будет. Стоим, ждем. Зря я стрелял. Ну ладно. 3-3 счет. Стоим, светим. Вот он. Едет гражданин. Гражданин поехал в ангар. Хорошо. Полтораху насветили. Ну, опасно, я уже без ХП стою в любой момент. Так, это что такое едет? Так, светим до упора. Сейчас поедем в ангар, скорее всего. От Барсика он мне сейчас блайндом все лицо разобьет. Так, 1800 насветили, 2200 суммы есть. Так, давайте, фигачьте его. Все, поиграл у них защитник. Где-то тут еще Борщецкий стоит. Так, ЛТшек у них нету, это хорошо.
Я дергаться пока не буду, у меня прям 15 хп. В надежде еще засветить Барсика и Борща. Борщ уже не уедет отсюда без засвета. Где-то он тут тусит. Надо ждать, когда он начнет предпринимать какие-то решительные действия. Так, все, Бураск переехал. Остался тут только Борщ в засаде. Скорее всего... Так, вот оно. Сейчас его артой, наверное, заберут. Либо итальянцы. Да сбреет, все отлично. $2200 сумму мы дали. Немножко неаккуратно заеду. Прям по кустам, по кустам. Так. А чё, у них Барсик до арта, все. Сушки, понятно где. Вот он. Вот. Хорошо Подранили. пошло. Подранили. Ищем арту. Барсик вон где стоит. Ищем арту. Фугасик давайте зарядим. На всякий случай. Приближаются А вот дроны. Враг уже близко. Как бы нам не отлететь от сушки. Вот. Враг на подходе. Все, убили. Было ваше, стало Все, наше. всех убили. Замечательно. Остался только Барсик. Но этот гражданин еще может поднасрать. Да, он может. Надо аккуратненько. Вот он. Все. Поднасрал, Беда как я и пришла, говорил. откуда не ждали. Еще неизвестно на 100%, чья тут победа. Мы 2,5К суммы честного урона сделали. Теперь ждем, как оно дальше будет. У нас имба, итальянец, тут даже говорить нечего. Ага, ага. Вон он где Барсик. Это хоть у нас в кусте хоть стоит-то? Нет. Да. В угля попадает Барсик. Ну, сейчас в ангар поедет, кстати. Эх, уехал. Бураск. Да, за ним гоняться на медленной технике такое себе. Вот он. Ну-ка, итальянец, ты что делаешь? Вот своим лицом водишь. Господи! Это бот, что ли? Жесть. Ладно, Враги что можно повсюду. сказать про нашу ЛТшку китайскую-то, а? ВЗ-131. Только светить, стрелять на нем достаточно тяжело, пушечка долго все равно заряжается, и плюс самый жирный минус — это нету УВН. Вам в некоторых местах придется чуть ли не из кустов высовываться, чтобы дать шот. И это, конечно же, безусловно минус этой машины. 810 мы настреляли, 2200 насветили, сумма 3К. 3К. Аккуратно старались отыгрывать, где-то я, конечно, зря стрелял. В целом, обычная ЛТшка, только с минусом по УВН. То есть, настрел здесь делать тяжело. Вот, пишите свои комментарии, ребят, как вам ВЗ-131 лично, если у вас в ангаре, какого вы используете оборудование, тут другой особо не засунешь. Вот, я этому танчику ставлю 4 с минусом по 5-бальной системе, потому что не хотелось бы еще и на ЛТшках стрелять. Здесь стрелять-то можно, пушка есть, но сами понимаете.
совсем охуенно. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорой встречи. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.